На этом видео мы вам покажем, как правильно надо отшлифовать уплотнительную плиту и дозирующий барабан торпед установки АС-1. Уплотнительная плита и дозирующий барабан являются расходниками, и в процессе работы они изнашиваются. При износе более 1 мм рабочей поверхности как уплотнительной плиты, так и дозирующего барабана их необходимо шлифовать. В противном случае будет происходить повышенное пылеобразование при работе торпед установки, прогрессивный износ расходных частей и выход из строя установки. Шлифуется уплотнительная плита и дозирующий барабан на плоскошлифовальном станке. Как правильно это сделать, мы вам сейчас покажем. В комплекте с торпед установкой идет вот такой вот металлический блин. Это оправка для шлифовки плит. Для чего он нужен? Сама по себе уплотнительная плита имеет тарелочную форму. Вот, ее можно увидеть. Когда уплотнительная плита устанавливается на поверхность дозирующей головы и притягивается 4 винтами, она принимает ровную форму. Поэтому уплотнительная плита и шлифуется на оправке, чтобы когда мы ее притянули к ней, она приняла рабочую форму. Что будет, если мы отшлифуем уплотнительную плиту без вот этой вот оправки? Тогда при установке уплотнительной плиты на дозирующую голову у нас здесь будет прогиб, и плита будет неровная. Это неправильно отшлифованная плита, и так не должно быть. Берем оправку, протираем поверхность ветошью, чтобы она была чистой. С основания уплотнительной плиты удаляем старый торкрет и тоже протираем. Устанавливаем уплотнительную плиту на оправку. И притягиваем 4 винтами. После установки уплотнительной плиты на оправку и прижать ее 4 винтами, у нас плита выравнивается, становится ровной и принимает рабочее положение. Теперь можно шлифовать плиту. Хотим обратить ваше внимание, что при износе уплотнительной плиты более 1 мм, или если на уплотнительной плите имеются вот такие вот большие раковины, то перед шлифовкой уплотнительную плиту лучше сначала проточить на токарном станке. Если шлифовать уплотнительную плиту вот с такими вот раковинами и износом более 1 мм, то процесс шлифовки будет очень долгим и тяжелым. Протачивать уплотнительную плиту на токарном станке необходимо тоже на оправке. Итак, берем плиту и ставим на токарный станок. Устанавливаем уплотнительную плиту с оправкой на токарный станок. Вот мы проточили уплотнительную плиту, убрали весь большой износ, все раковины. Теперь ее можно шлифовать. Устанавливаем уплотнительную плиту вместе с оправкой на шлифовальный станок. Протираем стол. Протираем хорошо оправку, чтобы не было мусора. И устанавливаем. И шлифуем до полного удаления износа. Как правильно шлифуется дозирующий барабан? Дозирующий барабан просто ставится на шлифовальный станок и шлифуется. Единственное, что перед его шлифовкой его необходимо хорошо очистить от остатков торкрета и мусора и смазки. Внимание! Если износ дозирующего барабана существенный, более 1 мм, то мы рекомендуем сначала профрезеровать барабан на фрезерном станке, а потом шлифовать. Устанавливаем барабан на фрезерный станок и фрезеруем. Убираем большие раковины и большой износ.
Вот мы отфрезеровали дозирующий барабан, убрали большую выработку, теперь можно его шлифовать. Теперь она шлифуется очень быстро и легко. Устанавливаем дозирующий барабан на шлифовальный станок. Протираем хорошо стол, протираем хорошо барабан и устанавливаем. И шлифуем до полного удаления износа. Вот так выглядит правильно шлифованная плита и дозирующий барабан. Сколько раз можно шлифовать уплотнительную плиту и дозирующий барабан? Все это зависит от их износа. Минимальная толщина уплотнительной плиты составляет 15 мм. Максимальная толщина дозирующего барабана, которую можно сошлифовать, составляет 5 мм. Итак, плита и барабан отшлифованы, можем ставить их на установку и работать дальше.